Привет. При просмотре клинка могут появляться самые разные мысли. Только вот о чем наверняка никто из вас не задумывался, кто главный герой этого аниме. ГГ это ведь тот, от кого идет повествование, вокруг кого крутится сюжет. Но я после просмотра последних серий нового сезона понял, что Чё Танзиро вообще не подходит на эту роль. В этом видео расскажу об этом. Наливайте кофейка и приятного просмотра. Клинок это то аниме, от которого ты всегда знаешь, чего ждать. Это отличный тайтл с классным вайбом и офигенной технической частью. Сюжеты персонажи там всегда были на дне, но ты ведь не для этого это аниме смотришь. Но вот при просмотре нового сезона я почему-то чувствую себя как-то не так. Меня не покидает чувство, будто бы что-то сильно отличается от предыдущих сезонов. И я вроде понял почему. Все из-за Танзиро и основных героев этой истории. Кто такой главный герой? Это не только тот, вокруг кого строится история. Главный герой, за исключением редких случаев, когда автор умеет в историю, что не скажешь об авторе этой манги, должен иметь сходство со зрителем, чтобы встать на его место было максимально просто. У Дензи есть пилы, мотивации и взгляды на жизнь, как у многих. В Бочи любой хикан видит литерали себя. Маритака из Бакумана захватывает своим реализмом. В этих и многих других историях главный герой совпадает с основной частью зрителей, что положительно сказывается на восприятии. Но вот Танзиро по пальцам сосчитать людей, что так же, как и он, думают постоянно об окружающих, и даже демонов высшую степень зла жалеет и провожает в тот мир так, чтобы те не чувствовали себя одинокими. К тому же он вечно чересчур мотивирован, вообще не сдается, он слишком идеализированный, отчего сложно ассоциировать себя с ним, но это не было проблемой раньше. Просто подумайте, был ли раньше персонаж, про которого можно было бы большинству сказать: пиву не нужны приятели, о-о-о! Это я. Зеницу тряпка и изврат. Иноска слишком глупый и смелый. Незука вообще как персонаж ни разу не была полноценно раскрыта. Просто девка, что любит своего брата. Ну пипец описание персонажа. Среди вторых ролей ни Томиока, ни Рингоку, ни Тензен тоже не подходят. Первый просто душный, а последние два слишком крутые, они скорее как пример для подражания. Но именно это и было хорошей частью истории. Во всей прошлой части аниме не было персонажей на место, которых каждый может поставить себя. Точно так же, как и их роста. Подумайте, кто из персонажей изменился по мере событий. Так вообще же никто. Максимум так это главная тройка, мышцы накачали, но в остальном изменений никаких. Зеницу, как и был бабником, который ничего не хочет делать и всего боится, до сих пор такой же. И наличие рядом Незука никак его не мотивирует на рост. Иноски уже третий сезон не может эволюционировать дальше свиньи, а Танзиро и в самом начале истории был готов на все ради сестры и проявлял любовь ко всему живому. Точно так же, как и физически всегда, после того, как доходил до шага от смерти, получал прилив сил и побеждал любого злодея. Но понимаете, в чем суть? Это положительная сторона этого аниме. Представьте, если бы в Форсаже Доминик сказал бы, что реально завязывает с гонками. Тогда бы и франшиза подошла бы к концу. Также и Клинок не должен быть ничем, кроме как пустой, но приятной историей, при просмотре которой тебе не нужно ни о чем думать. У тебя вообще никаких мыслей не возникает при просмотре, ведь им неоткуда появиться. И это классно, получаешь приятные эмоции и дальше по своим делам, но вот новый сезон все запорол. Зеницу и Иноски, по крайней мере, пока что выпали из сюжета, а Танзиро встретился с ключевыми персонажами этой арки: Мицури Канроджо и Муитиро Токито. Окей, давайте опять проведем эту аналитику, может ли большая часть аудитории поставить себя на место этих героев. Мицури однозначно нет, ведь она тупая как пробка с целым набором странностей, так еще и ходит чуть ли не в чем мать родила. А вот Муитиро, с ним ситуация полностью меняется. Токито может показаться невзрачным, будто бы персонажем исключительно фоновым из-за его чарт-дизайна и поведения, ведь он тихий, редко с кем разговаривает, как и многие. Он пускай и является охотником, но при выборе между жизнью всей деревни, от которой напрямую зависит выживание всего человечества, и жизнью маленького пацана, на которого всем плевать, предпочтет первый вариант. Ведь это правильнее. Почему же он тогда по итогу спас мальчика? Потому что он, как личность, не игнорирует события, что с ним происходят, как и все нормальные люди. Он до знакомства с Танзиро вообще не задумывался о том, что каждая жизнь имеет ценность, и что может пойти на пользу и ему, и всем вокруг, даже, казалось бы, самая обыденная жизнь фонового типочка. Но в моменте он решил попробовать, просто испытать на себе полученную информацию. Подумайте только, персонаж из Клинка пытается думать, вместо того, чтобы остаться на своем или слепо довериться, он проверяет, правдива ли информация, которую он получил. Причем выглядит это так, будто бы, если Танзиро был бы просто левым чуваком из подворотни, Муитиро не послушался бы совета в принципе, но здесь же он получил информацию, построенную на опыте профессионального охотника. Танзиро сказал, что всегда получает выгоду и для себя после даже незначительной помощи окружающим, и потому Токито заинтересовался этим. Это как если бы я, прочитав рандомный комментарий под видео насчет качества контента, принял бы мнение человека, но не придавал бы столь же сильного значения, как условно критику ютубера,
блогера с 160 тысячами подписчиков, ведь второй благодаря опыту может сказать заметно больше. Выходит все так, что на фоне любого другого персонажа Муитера выглядит максимально живым. С его взглядами, отношением к жизни и тому, как он растет, ассоциировать себя с ним заметно проще. Но вот проблема в том, что это является в большей степени минусом. При просмотре, по крайней мере у меня, машинально возникали мысли о том, как бы я поступил на его мысли. Я думал во время просмотра Клинка. В чем смысл этого тайтла, если у тебя при просмотре, даже без желания на это возникает в голове рефлексия о произведении? Клинок всегда вызывал исключительные эмоции, пустые эмоции, но очень приятные. Считаю, что все, кому кажется Клинок душным и тупым из-за персонажей и сюжета, просто неправильно относятся к тайтлу изначально. При его просмотре необходимо отключать мозг и просто получать эмоции. Только вот наличие Токито в новом сезоне портит это все. А вот насчет убогой рыбы, согласен, конечно, выглядит пипец каким обсером. Ведь раньше CGI выглядел офигенно и уместно. Надеюсь, ситуация здесь как с Пилой, первые серии делали в спешке, а далее нас ждет конфетка. Спасибо этим ребятам за подписку на Бусти, вам за 3000 сабов осталось всего 97, остальным за просмотр.